Если вы задаетесь вопросом, почему я в отношениях чувствую себя мужиком? Или почему я вечно все сама? Или почему этой девушке все покупают, хотя она для этого даже ничего и не сделала, а мне приходится пахать? То вам сюда. В конце этого видео я расскажу, как это проработать, и дам практические упражнения, поэтому смотрите до конца. Для того, чтобы понимать, откуда растут ноги такого совсем не женственного и не легкого состояния, предлагаю разобраться в причинах. Итак, первая причина, которая влияет на женственность, это род по маминой линии. Именно родовой женский канал передает нам такие параметры, как сексуальность, исполнение желаний, материализация, деньги, подарки. Вот это вот непонятное состояние, когда тебе все приносят за то, что ты просто есть, и ты ничего для этого не делаешь. Откуда вообще это пошло? Почему именно родовой канал? К сожалению, частая картина, когда в роду женщинам приходилось становиться сильными, надевать на себя роль мужчины, который несет все на своих плечах. Например, когда мужья уходили на войну и оставляли семью. Или когда муж начинал злоупотреблять алкоголем и превращался в некого диванного тирана. И, конечно, ни о каких легких женственных состояниях речи и не шло. Приходилось делать все самой, вытягивать семью, детей и так далее. И эта установка, она как бы говорит о том, что мужчина слабый, в нем нет ценности, и мне приходится самой на себя надеть его роль, потому что он не справляется. Это такая целая программа поведения, которая нарабатывалась веками и передается и нам, сознательно это или неосознанно. И часто, когда говорят, что я уже и маткой подышала, и аффирмации на ютубе послушала, на женственность, и трусы там на люстру повешала и так далее, но ничего не происходит. Тут на самом деле можно сколько угодно делать ритуалов, но ничего не будет работать, пока у вас не проработан родовой женский канал. Следующая причина, которая влияет на состояние женственности, с первого взгляда очень очевидная. Это детские травмы. Но, как показывает практика, работа с моими клиентами, травмы оказывают намного глубже влияние на женственность и на легкость, чем мы думаем. Например, частая история, которая была почти у каждой, это невзаимная любовь. Тебе нравился какой-то парень, а ему нравилась почему-то другая девушка. И это могло отложить отпечаток, что со мной, как женщиной, что-то не так. А вот с ней, с другой женщиной, все так. И где-то в подсознании уже отложилось зерно, что меня как женщину не выбрали. Отсюда, кстати, и вот это ощущение женской конкуренции и неразрешение себе быть собой в расслабленном, спокойном состоянии. Потому что опасно. Если я сейчас расслаблюсь, то выберу другую. Надо всегда быть в напряге. Короче говоря, моя женская самооценка уже страдает. Есть и другая, конечно, более глубокая форма отвержения. Если очень близкий человек, например, мама, не обладала эмпатией, то есть не чувствовала меня или игнорировала просьбы, осуждала, эмоционально была холодна. Бывает и такое, когда мама устраивала истерики на ровном месте, манипулировала, шантажировала или обвиняла ребенка. Это тоже для ребенка считывается как отвержение. И, конечно, ни в коем случае не нужно сейчас идти к маме и высказывать ей все обиды, потому что нужно тоже понимать, что у мамы были свои полученные травмы в детстве, и по-другому поступать она просто не могла. Но это все на подкорке оставляет ощущение отвержения самого близкого человека. Такая программа, которая потом и будет проигрываться в отношениях с партнером. Еще один популярный пример травмы, который влияет на женственность, это отношение мамы к мужчинам и к самой себе. Дело в том, что до определенного возраста мы формируем мнение об этом мире, исходя из взгляда или чувств мамы. Мама показала, что солнышко красивое и хорошее. И мы также начинаем думать, что солнышко красивое и хорошее. Или мама сказала, что собачка плохая, не подходи к ней. И мы начинаем обходить ее стороной. Детская психика так устроена, что таким образом я показываю маме свою любовь к ней.
То есть, когда я за мамой повторяю, я ее люблю таким образом. И я ей это показываю, транслирую. И если я вижу, что мама себя постоянно критикует, что мама не чувствует себя уверенной женщиной, если я вижу, что папа позволяет себе кричать на маму, поднимать руку, например, или оскорблять, я бессознательно перенимаю эти программы поведения на себя, копирую. Отсюда также вытекает низкая самооценка, неуверенность в себе и страх отношений. Потому что мама себя в них чувствовала плохо. Значит, и мне будет так же плохо. И тут мы подошли плавно к следующему пункту. Это отец. Я знаю, что это болезненная тема многих девушек, но наша зафиксированная отцовская фигура колоссальным образом влияет на женственность. У каждой девочки наступает период, когда она говорит, что когда я вырасту, то выйду замуж за папу. Помните ли вы свои такие слова? Напишите в комментариях. В этот период девочка погружается в изучение папиной мужской энергии. То есть мама уже насытилась, от нее как бы отлепилась и вот погружается именно в папу. Рассматривает его тело мужское, большие мускулы, трогает щетину. В общем, всячески изучает и им питается. И такое же ощущение мы потом повторяем и проигрываем с партнером. Именно то, которое зафиксировалось с папой в этот промежуток времени. Да? Когда папа меня целует, ласкает, учит, гордится, делает комплименты, то у меня, у девочки, создается ощущение, что она самая любимая папина дочка. И если, например, у вас осталось в подсознании, что папа обижает, что папа холодный, то, вероятнее всего, вы и с партнером будете проигрывать такую же программу. То есть будете притягивать таких партнеров на такую программу. Но даже если у вас был отец, и вы не помните, что он вас обижал, например, такое тоже случается, это не гарантирует того, что у вас нет травмы, которая называется отсутствующая отцовская фигура. Эта травма, кстати, была и у меня. Говоря простым языком, это когда я, девочка, мало впитала в себя отцовской любви. То есть вот он каким-то образом давал или не давал, но я ее мало в себя впитала, мало как бы получила. Такое может быть как с наличием отца, так и без него. Здесь имеется в виду как раз про вот эту вот близкую связь, про любовь, которая нужна была именно мне, именно вашей личности. В чем-то принятие, поддержки, откровенных разговоров, защитить, когда страшно, объяснить, когда непонятно и так далее. У каждого это свое. Я, конечно, уже не говорю про те случаи, когда папа обижал девочку, страдал алкогольными или другими зависимостями, то пропадал, то появлялся резко или отсутствовал вовсе. И таким образом я назвала несколько основных пунктов, которые влияют на раскрытие женственности, легкого состояния и самооценки в том числе. Напишите в комментариях, какой пункт вызвал у вас самую большую реакцию, что больше всего откликнулось. И теперь давайте с вами обсудим наконец-то, как же все-таки это все проработать и выйти вот в это легкое женственное состояние. Здесь важны два момента. Первое — это работать над состоянием сейчас, которое здесь и сейчас. И второе — это работать над устранением причин, которые влияют на состояние. Основные из них я вам сегодня уже перечислила. То есть нужно работать и с настоящим, и с прошлым. Для работы с прошлым и с травмами я рекомендую начать работу со специалистом, конечно же. Ну, если пока такой возможности нет, то начать хотя бы изучать самостоятельно с помощью литературы. Список книг, которые лично я рекомендую, я оставила в описании этого видео. Ну, а если хочется начать уже прямо сейчас, я приготовила терапевтическую технику по работе с подсознанием абсолютно бесплатно, которая находится в моем телеграм-канале, и ссылку на этот телеграм я оставила в описании к этому видео, поэтому переходите и пользуйтесь на здоровье. Я желаю вам легких трансформаций, надеюсь, было полезно. Буду рада вашим лайкам, комментариям и до встречи!